Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень простой и вкусный бисквитный торт «Золотой ключик». Он получается очень нежный, бисквитные коржи, пропитанные вкуснейшим сливочным карамельным кремом. Готовится торт быстро и очень просто. Получится у всех. Этим тортом вы украсите любой праздничный стол. Каждый его кусочек тает во рту. Для приготовления бисквита мне понадобится еще до начала приготовления теста надо подготовить форму и включить разогреваться духовку. Выпекать мой бисквит я буду вот в таком разъемном кольце. Установила диаметр 20 сантиметров. И сейчас кольцо я оберну фольгой. Здесь у меня даже 2 слоя фольги, чтобы фольга нигде случайно не прорвалась. Безусловно, бисквит можно выпекать в любой разъемной форме, какая у вас есть. На дно я выкладываю пергаментную бумагу. Высота моего разъемного кольца 8,5 сантиметров. Форму я сразу переставляю в противень, чтобы потом ничего не надо было передвигать. Форму маслом не смазываем, чтобы бисквит легче поднимался, так как тесто, когда растет, цепляется за бортики формы. И если они будут смазаны маслом, тесто будет просто соскальзывать. Я буду готовить бисквит классическим способом, разделяя белки и желтки яиц. Посуда, в которой взбиваем белки, обязательно должна быть чистая и сухая. В белки добавляю щепотку соли и постепенно буду всыпать сахар. Сахар лучше использовать мелкокристаллический. Когда появилась вот такая легкая пена, добавляю сахар постепенно и увеличиваю обороты миксера. Если вы будете использовать яйца комнатной температуры, в них быстрее будет растворяться сахар. Я хорошо взбила белки. Посмотрите, получилась вот такая белая пышная масса. На это я затратила примерно 5 минут. И сейчас по одному в белковую массу добавляю желтки и хорошо взбиваю. Посмотрите, какая в итоге получается воздушная, очень красивая масса. Она не растекается, она держит форму. Белки с желтками я взбивала еще примерно 2-3 минуты. И также сейчас в миску я добавляю экстракт ванили. Если вы будете использовать ванильный сахар, добавляйте его вместе с сахаром. Теперь в эту воздушную массу просеиваем муку и крахмал. Муку и крахмал я прямо в сите немного перемешаю. Добавляем небольшими порциями и перемешиваю лопаткой. Вот такими легкими движениями сверху вниз, чтобы сохранить всю пышность у теста. Обычно я добавляю примерно в 3-4 приема. Вмешиваем все аккуратно, но вместе с тем следим, чтобы не было непромеса. В итоге получилось вот такое очень нежное, пышное тесто. И сразу же отправляем его в форму. Разравниваю лопаткой. И можно еще воспользоваться вот такой деревянной бамбуковой шпажкой и прокрутить тесто по кругу. Тогда оно очень равномерно распределится. И теперь все отправляю в хорошо разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, а также очень много будет зависеть от того, в какого размера форме вы выпекаете бисквит, из какого материала она изготовлена. Чем тоньше стенки формы, тем быстрее выпекается бисквит. Форму я ставлю на второй снизу уровень. Включен верх и низ духовки. Во время выпечки дверцу духовки первые 30-35 минут не открываем.
Когда у меня прошло примерно 35 минут после начала выпечки, я быстро проверяю бисквит на готовность. Тесто сверху должно пружинить, и деревянная шпажка должна быть сухой. Бисквит не любит резких перепадов температуры, поэтому после выпечки я на 10 минут оставляю его в выключенной духовке с чуть приоткрытой дверцей. Мой бисквит полностью готов, я его достала из духовки, всего он выпекался у меня 45 минут. Сейчас извлеку его из формы. Аккуратно тонким ножом пройдусь по краю формы. Посмотрите, какой красавец получился. Высокий, очень пышный. Оставляю его остывать на решетке. В принципе, из остывшего бисквита можно уже готовить торт. Но я рекомендую завернуть его в пищевую пленку и оставить на дозревание примерно на 8-10 часов. Тогда бисквит будет еще вкуснее, влага в нем распределится более равномерно, и его легче будет разрезать на отдельные коржи. И сейчас разрезаю еще на 2 коржа. Подготовлю орехи в карамели, и для этого мне понадобится Если у вас орехи не обжаренные, не обсушенные, то тогда сразу на сухой сковороде можно их обсушить. У меня орехи уже обсушены в духовке, поэтому я сразу буду готовить карамель. Высыпаю сахар на сковородку. Также сразу я подготовила кусок пергаментной бумаги, на который потом буду выкладывать карамель с орехами. Чтобы процесс шел немного быстрее, сахар можно немного перемешивать. Весь сахар должен полностью расплавиться и стать красивого карамельного цвета. Здесь очень важно не перепалить карамель, чтобы она не была горькой. У меня весь сахар уже расплавился. Я сейчас огонь делаю немного тише и высыпаю сюда на сковородку орехи. И сейчас готовлю карамель вместе с орехами, буквально еще пара минут, чтобы все орехи сверху покрылись карамелью. И сама карамель приобрела такой красивый золотистый цвет. Вот такой янтарный цвет меня устраивает. Я снимаю сковородку с плиты, выкладываю карамель с орехами на пергаментную бумагу, распределяю. И вот таким образом карамель вместе с орехами я оставляю остывать. Подготовлю пропитку для коржей, и для этого мне понадобится обычно для такого количества воды берут в 2 раза больше сахара, но я сегодня для пропитки уменьшила количество сахара, так как у меня в торте довольно сладкий крем. Всыпаю сахар в воду, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Вместо экстракта ванили вы можете добавить столовую ложку коньяка или ликера, в общем, делать пропитку по своему вкусу. Хорошо перемешиваю до растворения сахара. Воду я использую обычную кипяченую. Для приготовления крема мне понадобится у меня здесь в банке вареная сгущенка. Буквально пару столовых ложек я отберу в кондитерский мешок для украшения. В миску выкладываю творожный сыр. Я использую сыр Филадельфия. Можно использовать любой творожный сыр. Добавляю вареную сгущенку, немного разминаю сыр со сгущенкой и теперь взбиваю миксером до однородности. Все ингредиенты для крема обязательно должны быть холодными из холодильника. Теперь в миску вливаю холодные жирные сливки. Жирность сливок 33%. И хорошо все взбиваю до таких средних пиков. Получается вот такой очень красивый и нежный карамельный крем. Для удобства крем можно переложить в кондитерский мешок. Собираю торт. На тарелку выкладываю первый корж и подкладываю снизу кусочки пергамента. Пропитываю корж пропиткой. Теперь сверху крем. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Выравниваю крем. Выкладываю сверху второй корж. Также его пропитываю пропиткой. Снова крем.
Сверху выкладываю последний третий корж, только дном вверх. Это у меня было дно бисквита. Таким образом торт сверху получится очень ровный. И также все пропитываю пропиткой. Теперь сверху промазываю кремом и также промазываю кремом бока торта. И теперь торт слегка выравниваю. Карамель с орехами хорошо застыла. Она вот так легко отходит от пергаментной бумаги. Разламываю на кусочки и отправляю в чашу блендера. Получилась вот такая ореховая карамельная крошка. Сверху торт украшаю сгущенкой, которую я отложила. Наношу сверху рисунок по спирали. И теперь, делая шпажкой рисунок, каждый раз шпажку я вытираю салфеткой. И теперь провожу шпажкой в другую сторону. Бока торта обсыпаю карамелью с орехами. По желанию, эту карамель с орехами можно также добавить и в крем. Центр торта тоже слегка украшаю карамелью с орехами. И немного по бокам. Аккуратно достаю пергаментную бумагу. Вот такой красавец торт получился. И сейчас я его отправляю в холодильник для пропитки и стабилизации крема. Примерно на 5-6 часов. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.